Если вы часто прокрастинируете, постоянно откладываете дела на потом, не знаете, чего хотите, не умеете концентрировать свое внимание, постоянно отвлекаетесь на телефон, на соцсети, рекламные акции, не выполняете важные задачи, а занимаетесь ерундой, ставите цели, загадываете желания, а ничего не достигается и не исполняется, если вы застряли на одном месте и хотите нового уровня в своей жизни, но не получается или вообще ничего не хотите, если ощущаете постоянную тревожность, стресс, напряжение, раздражение, внешний мир постоянно борется за твое внимание, и ты не знаешь по-настоящему, чего именно ты хочешь. Не понимаешь, куда двигаться, как реализоваться, задача научиться слышать себя. И вот здесь тебе поможет навык медитации. Всем сочный привет! Я Алиса Котляр, блогер, путешественница и активистка здорового образа жизни. Если тебе интересно видеть больше таких видео на тему здоровья, энергии, активного образа жизни и развития, подписывайся на мой канал, включай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И давай дружить в Инстаграм, там я живу и транслирую свою жизнь, вдохновляю, мотивирую, и там мы можем общаться чуточку ближе. Стив Джобс, Марк Цукерберг, Опри Уинфри, Джеймс Кэмерон, Хью Джекман, Ричард Гир и другие личности медитируют. Медитация – это не про эзотерику. Это прежде всего тренировка для вашего мозга, тренировка внимания, концентрации, а еще очищение сознания от информационного шума и мусора. Поэтому многие великие люди медитировали, и многие предприниматели и звезды тренируют свою концентрацию и замедляются именно в таких практиках. Что я получила от медитации? Я стала более спокойной, более уверенной в себе. Я жила в состоянии постоянного стресса, тревожности, не доделала одну задачу и переключалась на другую, отвлекалась. И из-за этого не делала важные задачи, а занималась чем ни попадя. Я не понимала, как поймать это состояние потока, гармонии, о котором все вокруг говорят, и как понимать вообще, что надо делать, что правильно, что нет. А еще я многие вещи принимала очень близко к сердцу. Нервничала, переживала по этому поводу, когда что-то не получалось так, как хотела я, или что-то шло не по плану. В общем, я тот еще контролер, но вот контроль над своим вниманием и сознанием, вот этого у меня не было. Сначала я начала просто сидеть на стуле по 20 минут с закрытыми глазами. Так рекомендовал мне мой психолог. Она не называла это медитацией, сказала просто ставь таймер и сиди на стуле с прямой спиной 20 минут каждый день. И я начала это делать, но не просто сидеть, а что-то мечтать, визуализировать, загадывать желания и все в этом духе. Занимать мозг чем-то приятным. И мне начало нравиться мое состояние после этого сидения. Спокойная, уравновешенная, я стала более сфокусирована. Потом один друг подсказал мне приложение, о нем я скажу дальше, где я прошла бесплатный курс 7 дней медитации с аудиогидом. Потом мама мне подкинула 21-дневный челлендж по медитациям с Дипаком Чопрой. И я втянулась, потому что мое состояние и мое отношение ко многим вещам начало сильно меняться. Ушла тревожность, постоянный стресс. Я стала более сконцентрированной и легче ко всему относиться. И все начало получаться проще. Нужные люди начали появляться вовремя, вопросы решаться сами. И самое главное, появилось какое-то внутреннее удовольствие и удовлетворение от жизни. Состояние глубокой радости и осознания счастья. Опять попахивает шизотерикой, да? Ну, говорю как есть, что окей, вернусь к земным техническим результатам. Я стала более продуктивна, начала фокусироваться на настоящем и управлять своими эмоциями.
Разберу основные нюансы и детали медитации. Как сидеть? Спина прямая, но не напряженная. Живот мягкий. Сидеть должно быть удобно и комфортно. Не обязательно сидеть в позе лотоса. Можно просто сидеть прямо, вытянув ноги или чуть их согнув. Можно сидя на стуле, либо на скамейке. Можно лежа, но при условии, что вы не уснете. А это достаточно сложно, потому что когда мы ложимся и закрываем глаза, наш мозг начинает думать, что мы готовимся ко сну и начинает отключаться. Поэтому лучше всего делать это сидя. Прямая спина нужна для того, чтобы лучше концентрироваться. Можно скрещивать ноги, можно не скрещивать. Можно руки просто положить на колени, ладонями вниз или вверх. Когда ладони вверх, ты будто ощущаешь больше пространства и воздух вокруг. Так как глазами мы воспринимаем больше 80% информации, то глаза лучше закрыть, чтобы не отвлекаться. Как дышать? Чтобы настроиться на медитацию, сделай быстрый глубокий вдох и медленный плавный выдох, так как будто надуваешь воздушный шарик. Сейчас я покажу. То есть мы делаем быстрый глубокий вдох носом и медленно выдыхаем ртом, как будто надуваем воздушный шар. И прям до конца. Сделайте так 3-4 раза, и это позволит вам переключиться из состояния суеты в состояние «сейчас будет медитация». А дальше дышите ровно, спокойно, как обычно. Где медитировать? Хоть где вам комфортно. Мне очень нравится медитировать на улице, на набережной реки или в парке. Звуки природы или воды очень здорово успокаивают и усиливают медитацию. Но если у вас нет такой возможности, времени или просто лень выйти куда-то, делайте это дома. Найдите для себя уголок, в котором вам будет делать это приятно. Мягкий коврик или подушечка, но не стоит тоже усложнять. Не надо ждать возможности обустроить специальное место, там, поставить ароматические палочки, свечки. Просто садитесь на пол или на стул около стены. Можно делать это даже сидя в машине. Там никто вас не увидит. Когда медитировать? Мне очень нравится медитировать утром, но не после пробуждения, а после тренировки, после бега или йоги, или силовой. А многие медитируют утром сразу после пробуждения или вечером. Утром медитация позволяет настроиться на день, сконцентрироваться, собрать себя в кучу. После утренней медитации я чувствую себя более наполненной и готовой к свершениям. Вечером медитации позволяют расслабиться, отпустить стресс, напряжение, накопленное за день. Все зависит от вашей цели. Утро или вечер – это не критично. И можно делать это в любое удобное время, хоть в обед. Продолжительность. Начинать нужно с любого комфортного для себя времени. Например, 5 минут. Потом можно увеличивать до 10, 15, 20 минут. Я медитирую 20 минут. Меньше мне не хватает. А больше жалко время. Хотя мой друг предприниматель, который строит сеть студий красоты по России, медитирует каждый день по 40 минут. Важно, чтобы вам это было комфортно и вы могли делать это регулярно. Каждый день. Регулярность в медитациях – это самое важное. Лучше понемногу, но каждый день. Здесь тоже экспериментируйте, как вам больше понравится. Идеально в тишине. Так мы исключаем любой поток информации, и наш мозг очищается и перезагружается. Медитативная музыка помогает успокоиться, поймать эту волну наполнения. Тем более, если она легкая, позитивная, то это наполняет позитивными ощущениями. Есть также медитация с голосом.
гидом. Очень удобно на начальном этапе. Или если вы используете медитацию с какой-то целью и намерением. Например, чтобы избавиться от негативных убеждений или попрактиковаться в визуализации. Я планирую в ближайшее время записать такие медитации и тоже выложить здесь на канале, чтобы вы могли просто включить их и следовать моим указаниям. Это очень здорово и очень помогает. Также есть различные приложения, с помощью которых можно медитировать. Например, приложение для начинающих Insight Timer. Там есть 7 дней бесплатного курса по медитациям для начинающих с очень приятным женским голосом. Есть медитации на разные цели, время. Есть приложение Медитопия, но я им не пользовалась. И еще очень много разных приложений. Попробуйте начать с них или дождитесь моей медитации на канале. Как медитировать? Есть несколько форматов практики медитации. Первое – это фокусировка. Например, вы фокусируетесь на своем дыхании. Вы закрываете глаза, представляете просто белое пространство, белый свет или просто чистую комнату и начинаете дышать. И фокусируйте свое внимание на вдохе и на выдохе, на том, как движется ваша грудная клетка, как она поднимается на вдохе, расширяется, и как она опускается и сужается на выдохе. Можно фокусировать свое внимание, например, на сердцебиении, то есть осознанно направить свое внимание внутрь, там, где сердце, и стараться услышать это сердцебиение. Например, когда вы фокусируетесь на вдохе и выдохе, вы стараетесь просто все появляющиеся мысли в вашей голове отодвигать. То есть пришла какая-то мысль, вы ее отследили и пропустили. Снова возвращаетесь к дыханию. В мыслях повторяйте вдох, выдох. Вдох, выдох. Таким образом происходит фокусировка на том, что происходит с вашим телом и с вашим дыханием. Следующий способ – это сканирование тела. Это когда вы начинаете постепенно обращать внимание на каждую часть своего тела, начиная сверху вниз, либо снизу вверх. То есть вы сканируете каждую часть своего тела, внутренние органы, кожу и так далее. И начинаете это как бы просматривать. Есть несколько способов. Например, вы начинаете расслаблять каждую часть своего тела, да? То есть расслабляете голову, лицо, шею, плечи, грудной отдел, живот. И вот когда вы вниманием проходите по своему телу, вы следом за называнием части тела, вы стараетесь еще больше ее расслабить. И так доходите сверху вниз, либо снизу вверх. Таким образом вы наполняетесь, и появляется вот это ощущение внутреннего спокойствия, тепла и энергии. Третий способ медитации – это визуализация. Это, наверное, один из моих любимейших. Это когда вы представляете себя закрытыми глазами в каком-то очень красивом месте. В том месте, где вы уже были, или в том месте, где вы бы хотели оказаться. Это может быть пляж океана, либо какая-то вершина горы, или местность, где красивые горы вокруг. Либо это может быть какой-то лес, ручей, водопад, где угодно, где вы ощущаете себя комфортно, спокойно. И просто смотрите эту картину, разглядываете какие-то детали, либо просто находитесь в этом месте и начинаете следить за своим дыханием, опять повторяя внутри себя там вдох, выдох. Либо же вы можете мечтать, например, мечтать о каком-то своем месте, о каком-то доме. Вообще просто мечтать о том, чего вы хотите достигнуть или получить. И мысленно это проживать. И прям испытывать те ощущения, которые вы получили бы, если это случилось в вашей жизни. Те ощущения радости, эмоции, счастья. И представляете это, и как будто вы проживаете своим телом. Такие ощущения дарят наполненность. Эти вибрации, они поднимают на совершенно другой уровень вас. И последний способ медитации – это, может быть, не последний, но тот, который я хочу представить вам, это аффирмации и мантры. Аффирмации – это такие позитивные, жизнеутверждающие
фразы, слова, которые способны перепрограммировать ваши негативные установки и убеждения. То есть вы закрываете глаза и начинаете их про себя проговаривать, мысленно повторять, либо повторять за голосом, который эти аффирмации произносит, а вы их слушаете. А мантры — это священные слова, слоги или фразы, которые имеют особые вибрации и которые очень успокаивают ум. И напоследок мифы о медитациях. Первое, что нельзя скрещивать руки и ноги. Я уже сказала, важно, чтобы вам было удобно и комфортно, и вы могли сконцентрироваться и быть сфокусированы. Что нельзя двигаться. Если у вас чешется нос, вы можете силой воли или сознанием отгонять мысли от этого носа, переключать свое внимание, фокусироваться на дыхании, а можно просто почесать нос и продолжить медитацию, что надо долго сидеть. С практикой тебя это перестает напрягать. И к тому же, если тело затекает, как у меня, например, сейчас, можно поменять позу, это не запрещено. Нога затекла. Никто не сидит всю медитацию в позе лотоса. Только на картинках. Что нельзя ни о чем думать. Это в принципе невозможно. Задача отслеживать мысли и как бы стирать их, возвращая свое внимание либо на дыхание, либо на мантры, либо на сканирование тела, либо на визуализацию. Все зависит от техники медитации. Важно не начинать пережевывать эту мыслительную жвачку. А мысли будут появляться, и это нормально. И что цель – уйти в какой-то экстаз, нирвану и просветлиться. Нет, еще раз напомню, что цель медитации – это тренировать свой ум, находиться в моменте здесь и сейчас, концентрироваться, фокусироваться, расслабляться. Это повышает продуктивность и меняет отношение ко многим вещам в жизни. В следующих выпусках я планирую выложить для тебя небольшую, очень классную медитацию на повышение внутренней энергии перед рабочим днем. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк этому видео. Я Лиса Котляр. Будь здоров и живи сочно!